обгонит ли Mavic Mini VL80 или его аналог? Нет, походу не обгонит. Однако надо учесть, что здесь идет полет против ветра. Кстати, скопление проводов не является помехой для управления. И если долго тренировать коптер, возможно, он начнет обгонять поезда. Шутка. Всем привет! На канале задали вопрос, можно ли взлететь в лесу выше деревьев и сделать обзор местности, дабы сориентироваться на местности. Ну, как мы видим, да, это сделать можно. Единственный момент надо учитывать, что если мы визуально его поднимаем вверх сквозь кроны деревьев, если мы переместимся в какую-то сторону, вперед-назад, вправо-влево, то обратно попасть будет уже сложно. То есть, либо визуально его по звуку нужно будет как-то выводить к себе, либо, что может быть проще, вернуться, сделать возврат домой. Он зависнет примерно над нами, и там его уже сориентировать при посадке. Ну и опять же зависит от того, если мы садимся на поляну, то тут ничего страшного. Если мы садимся в узкую щель между кронами деревьев, то тут надо смотреть, чтобы он не сел на дерево. В общем-то, все это был ответ на вопрос, а теперь непосредственно переходим к теме. На этот раз будет применен отражатель. Я его проверял, вроде как с ним реально лучше устанавливается связь, но пока это не официальный такой тест был. Пришлось его дорабатывать, потому что вот этой вот штуки не было, крепления, так сказать, на антенну, он не держался, болтался и сваливался. То есть, как всегда, китайцы у нас что-то делают, но не доделывают до конца. Вот. Эта штука просто от HDMI кабеля, от заглушки, от него приклеил, и все работает. Ну и, собственно, тест на дальность у нас был, а вверх на максимум до упора мы еще не летали. Вот сейчас, собственно, мы туда и полетим на максимально высокое расстояние. Ну и, соответственно, посмотрим, что произойдет. Ставлю, соответственно, картинку в картинке, потому что кому-то, кстати, это не нравится. Кому-то не нравится, наоборот, отсутствие картинки в картинке. А мне лично не нравится, когда увеличенное во весь экран изображение с телефона, копия экрана, потому что качество там никакое. Соответственно, можно увидеть, что населенность в данной местности довольно-таки приличная, хоть здесь и чисто дачи, но фактически у большинства домов, очевидно, присутствует роутер. Плюс этот роутер стоит не в железном, так сказать, не в железобетонной коробке, а в деревянной. Возможно, излучение у него сильнее, а может, конечно, и нет. Поэтому сказать, что эфир абсолютно не забит, ничем тут нельзя. То есть тут много Wi-Fi-ских точек подключения. Казалось бы, это заглох двигатель у коптера, на самом деле это сосед косит траву. Ага, ну вот полетели дальше. Чу-чу. Высота 300 метров. До этого, как мы видим, проблем со связью не было. Ну, это сообщение, оно практически ни о чем не говорящее, потому что задержка была изображения где-то на секунду. Я поднял пульт прямо по оси взлета, и тут же все стабилизировалось. Итак, у нас уже 400 практически 30 метров. Все идет четко. Приближаемся к конечной точке. Можно было бы и выше, но, как говорится, пока не судьба. Наверное, может, когда-то это отломают дело. Хотя, конечно, на таком маленьком высоко лететь особого смысла нет. Ну вот, собственно, максимум достигнут. Мы в конечной точке. Сообщения пошли о сильном ветре сразу. Все как четко совпало. Ну, тут, собственно,
начинаю снижаться, потому что двигаться на максимальной высоте смысла нету. Плюс сообщения о сильном ветре пугают относительно, конечно, потому что неизвестно, насколько он там сильный. Ну, собственно, пока не слетает камера со стабилизатором, имеется в виду, то, наверное, ветер не настолько сильный. Потому что при сильном ветре там поведение немного другое, соответственно. Здесь я сделал пару кадров, пару фотографий и продолжил спуск со включенной видеозаписью. В общем, связь практически не прерывалась, но вот так как он поворачивался в процессе подъема, возможно, ну, как обычно, при определенном развороте бывает, что связь нарушается. Может быть, это как раз был тот момент, когда он написал про нарушенную связь, что он развернулся на 180 градусов, хотя по идее тут бы вроде как никакой разницы быть не должно. Но как-то я вот это всегда замечаю, что отлетишь куда-то, если ты разворачиваешься, все время что-то там такое происходит. То есть или задержка, или даже сообщение, может быть не сильное, но есть именно при развороте. Слышал, что у людей, ну правда там вроде как в городской черте или в городе метров на 200 или на 100 может только подняться и потом потеря связи, но вот здесь 500 метров без проблем. Время на подъем и на спуск ушло где-то минут 6. Аккумулятор в процессе подъема и спуска не сильно разрядился, то есть потом можно было еще спокойно летать. До этого еще был эксперимент в ночное время полета. Я его здесь сейчас после вот этого видео добавлю. Это полет в 3 часа ночи. Тоже удалось уйти на 500 метров. Но единственное, что я не делал запись экрана. Просто проверил. Вот, у меня он добрался до верха тоже без проблем. Ну и, соответственно, я решил это запечатлеть более информативно днем. В общем-то, эксперимент удался. Вот. Ну а ночная сейчас будет, где съемка, там ускорена, соответственно, в 2 раза. Ну, с учетом, что это ночь и там туман, вид будет поэкзотичней.